жадность и обида, богатство и власть. Желание контролировать природные и человеческие ресурсы порождают конфликты и войны. Причины могут показаться эгоистичными. Жадные никогда не перестанут пытаться, пока не получат то, что хотят. Конфликт происходит во всем мире каждый день. Конфликты и войны, к сожалению, естественны для людей. Поэтому власти государств должны пытаться сдерживать гонку вооружений и остановить разгорающиеся войны, уносящие жизни людей по всему миру. Так что же на самом деле? Человек стремится к войне, то есть к противостоянию, чтобы достичь победы над врагом, захватив его территорию. Но если это не естественное его желание, то, по крайней мере, средство выражения той его внутренней сущности, которая направлена на борьбу и самоутверждение. Конечно, хочется думать, что человек по природе добр, но слишком многое показывает, что это далеко не всегда так. В своей статье 1924 года Уинстон Черчилль рассуждал: можно ли создать бомбу размером с апельсин, обладающую огромной силой, которая способна смести небольшой город одним ударом радиолучами или лучами иного рода без пилота, направленной автоматически в летательной машине? Извечное стремление к самореализации толкало человека к доминированию над другими, к обладанию теми редкими ресурсами, которые никогда не хватало на всех желающих. Ученые впервые разработали технологию ядерного оружия во время Второй мировой войны. Соединенные Штаты, Канада, свободная Франция и Великобритания сотрудничали во время Второй мировой войны в так называемом Манхэттенском проекте, чтобы создать оружие деления, также известное как атомная бомба. Атомные бомбы были применены против Японии в конце Второй мировой войны. В августе 1945 года атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки осуществили Соединенные Штаты Америки. В результате двух взрывов погибло от 129 тысяч до 226 тысяч человек. Данные о числе жертв приблизительные, так как многие из них погибли позже от последствий лучевой болезни. После испытания атомной бомбы Соединенными Штатами Америки на территории Японии, Советский Союз приступил к разработке своего собственного проекта атомной бомбы. А вскоре после этого обе стороны разработали еще более мощное термоядерное оружие, известное как водородные бомбы. Великобритания и Франция построили свои собственные системы в 1950-х годах. И с тех пор список государств, обладающих ядерным оружием, постепенно увеличивался. Началась гонка вооружений времен Холодной войны, железный занавес которой опустился после выступления Черчилля в Вестминском колледже в Фултоне, штат Миссури. Основная цель его выступления состояла в том, чтобы вступить за более тесные, особые отношения между Соединенными Штатами Америки и Великобританией в организации и управлении послевоенным миром. Официальные лица Соединенных Штатов Америки считали англичан ценными союзниками в Холодной войне,
но они также прекрасно понимали, что мощь Великобритании идет на убыль. Однако что случилось, то случилось. В марте 1946 года в своей пафосной речи в Фултоне Черчилль заявил: «От Штиттена на Балтике до Триеста на Адриатике железный занавес опустился на континент». Речь Черчилля считается одним из первых залпов, возвещающих о начале Холодной войны. В Советском Союзе тогдашний лидер Иосиф Сталин назвал эту речь разжиганием войны и назвал комментарий Черчилля об англоязычном мире империалистическим расизмом